Медведь схватил маленького волчонка. Его огромные клыки сжались вокруг беспомощного детеныша. И еще мгновение, и все было бы кончено. Волчонок тихо пискнул, повиснув в пасти хищника. Казалось, в этом холодном пустом лесу ему никто не поможет. Но вдруг медведь замер. Из глубины леса раздался протяжный вой. Тени между деревьями начали двигаться. Снег взметнулся под быстрыми лапами. Медведь все еще держал волчонка в зубах. Но то, что через секунды сделала стая волков, не ожидал увидеть никто. Зима в тех краях всегда была суровой. Лес спал под тяжелым слоем снега. Деревья тихо скрипели от мороза, а реки стояли неподвижными, закованные толстым льдом. Но под этой белой тишиной шла постоянная борьба за жизнь. Для зверей это было время испытаний, когда каждый кусок добычи решал, кто переживет холод, а кто навсегда останется под снегом. В одной из глубоких ложбин укрывалась волчья стая. Она была сильной и дружной. Опытный вожак, крупный серый самец, его подруга и несколько молодых волков. Среди них бегал маленький волчонок, неуклюжий, любопытный и совершенно бесстрашный. Его любили все, и даже суровый вожак иногда позволял малышу играть с его хвостом. Но той зимой в лесу появился еще один опасный зверь – медведь-шатун. Обычно медведи уже спят в берлогах, но этот был ранен осенью и не успел набрать достаточно жира. Голодный и злой, он бродил по лесу в поисках любой добычи. Его следы находили охотники, о нем шептались в деревне, а звери старались обходить стороной места, где он появлялся. Однажды волчонок заигрался и отбежал от логова дальше, чем позволял вожак. Снег искрился на солнце, мороз щипал нос, но малышу все казалось веселой игрой. Он гонялся за птицами и катался с сугробов, пока не выбежал на открытую поляну. И именно туда вышел шатун. Медведь был огромным, его шерсть свалялась и была покрыта следами старых ран. Увидев волчонка, он мгновенно ударил лапой и прижал его к снегу. Малыш отчаянно взвизгнул. Этот крик услышала стая. Вожак резко поднял голову, зарычал и сорвался с места. Остальные волки помчались за ним. Все понимали, каждая секунда может решить судьбу детеныша. Когда они выскочили на поляну, перед ними открылась страшная картина. Медведь держал волчонка под лапой и готовился ударить снова. Но волки даже не подумали отступать. Вожак поднял громкий вой, сигнал к атаке. Стая бросилась на медведя. Один волк вцепился ему в бок, другой ухватил за лапу, третий попытался добраться до горла. Шатун заревел так громко, что дрогнул весь лес. Он размахивал могучими лапами, отбрасывая волков в стороны. Но те снова поднимались и возвращались в бой. Это была отчаянная схватка. Вожак рванулся прямо к морде медведя и впился зубами в его пасть. Медведь на мгновение потерял равновесие, и в этот короткий миг молодой волк успел вытащить волчонка из-под лапы. Он быстро подбежал к самке и осторожно положил малыша рядом. Волчонок дрожал, но был жив. Теперь стая могла сражаться без оглядки. Волки окружили медведя и начали изматывать его, нападая со всех сторон. Ослабленный прежними ранами, шатун постепенно терял силы. Наконец, он отступил. Ревя и отмахиваясь, медведь ушел в чащу. Его тяжелые шаги постепенно стихли, и тишина снова вернулась в зимний лес. Волчонок прижался к матери. Вожак обошел стаю, убеждаясь, что все живы. Многие волки были ранены, их шерсть была в крови, но никто не жаловался. Они спасли малыша, и это было важнее всего. Эту сцену случайно увидел охотник, проходивший неподалеку. Он спрятался за деревом и наблюдал, не веря своим глазам. Раньше он думал, что волки – жестокие хищники, которые бросают слабых. Но то, что он увидел, поразило его. Звери рисковали жизнью ради маленького волчонка и действовали как одно целое, как настоящая семья. Вернувшись в деревню, охотник рассказал о случившемся. Люди сначала сомневались, но в его глазах была такая уверенность, что постепенно ему поверили. С тех пор в округе стали иначе смотреть на волков.
не только как на хищников, но и как на существ, способных на верность и преданность. А волчонок вырос. Он не забыл тот день, запах медведя, крики стаи и свое спасение. Он стал сильным волком, но всегда держался рядом со своей семьей. Он знал, его жизнь принадлежит не только ему, а всей стае, которая однажды ради него пошла против огромного шатуна. И когда по ночам над лесом разносился волчий вой, каждый зверь понимал, это не просто звук. Это напоминание о том, что настоящая сила не в одиночке, а в стае.